забавно, я смотрел девчонку одну, она там, скажем так, начинающая, очень неизвестный стендап-комик, она в шоу «Истории» на Ютубе есть там такая фигня, рассказывала про свой опыт анального секса. И как долго она к этому готовилась, она очень, рассказывала, как целый день она к этому готовилась. У нее такая очень легкая шутка в проброс была. Она говорила, я удивляюсь, как так геи всегда к этому готовы. Потому что она очень долго рассказывала. Я даже посмотрел и подумал такой, все. То есть, там такая легкая драма, потому что она как бы по своей истории весь день к этому готовилась, а он не пришел. Да. И, я аж такой, да ё-моё, я явно так же поступал. И это, знаешь, очень плохо. Ты во всех негодяях находишь себя. Потому что мы все одинаковы, знаешь. Я давно уже пришел к выводу, что все мужики одинаковы. В том плане, что если ты думаешь, что это делаю только я, это делают все. Причем капец как одинаково. Знаешь, чуть ли там не... Какая-то там блогер, что знакомая, я вроде даже рассказывал эту историю, где-то там говорит, тоже рассказывает, что там и... Типа вот как она устала за целый день там и так далее, а типа ей мужик в конце вечера пишет, пришли писечку. Я такой думаю, даже на суффиксе такой же ты пишешь, понимаешь? То есть настолько ты одинаково все это делаешь. Так что мы, мужики, конечно, такие заготовки, знаешь, нас как снаряды где-то на заводе делают, одинаковые. Просто потом кто-то разукрашивает, может, там, под хохлому, еще как-то. Но в основной своей сути очень одинаковые, так что... не знаю, я как-то обсуждал именно вот ее блог про... не блог, а вот эту историю про вот этот вот неудачный анальный секс, скажем так, с другими комиками, с молодыми. Они были более категоричны. Они такие, и что такое? Ничего смешного, и, знаешь, в этом ключе. То есть я понял, что ты еще и с возрастом чуть-чуть начинаешь быть толерантным, знаешь? К юмору? Да вообще в целом, к юмору, к людям, к поведению, к каким-то событиям, к тому, что ты не понимаешь или, может быть, смотрел до этого агрессивно. Очень интересно наблюдать, как трансформируется комик из протеста, который должен быть по отношению к отцу, к власти, типа того, происходящего, во взрослого комика. Потому что если ты возраста Луиси Кея, а продолжаешь протестовать против... Он этого не делает. Я считаю, что он как раз очень круто перестроился. Он по-другому... это да. То есть я понимаю, что это такой, типа, хрестоматийный пример, и все о нем говорят, но у него как будто получилось и у череды западных комиков. Я бы очень хотел быть Сикеем, только ради одного. Я не знаю, ты знаешь, в какую историю он попал? Да, конечно. Он попал в эту историю там волны МeToo, харассмента и так далее, с тем, что в свое время, к сожалению, мастурбировал перед молодыми комиками-женщинами. Вроде как с их согласия, там непонятно, в общем. Я ему последний концерт свой начал, я вот из-за этого бы хотел быть Луис Кеем, потому что он говорит, что типа, он вышел на сцену, говорит, а как прошел ваш год? Да. Да, и говорит, что что я в этом году потерял миллионы долларов. Вот я из-за этого бы просто хотел быть. Я бы хотел здесь сидеть и говорить, ты знаешь, Оль, за прошлый год потерял миллионы долларов. Да? Потому что, знаешь, такое ощущение, что это не все его состояние. Имеется в виду, он не все потерял. Потому что если бы он потерял все, он бы вышел и сказал, я потерял все. А так он говорит, я просто потерял миллионы долларов. То есть еще миллионы долларов все-таки есть. Доброго времени суток, Руслан и Ольга. Меня зовут Мария, мне 20 лет. В 15 потеряла отца и с тех пор поняла, что не будет супергероя, который будет обеспечивать меня, заботиться и так далее. А потому начала брать сама на себя ответственность и отдаляться от матери с бабушкой. К 18 уже полностью обрела финансовую независимость, ни хрена себе. Строила планы на жизнь и сама решала свои проблемы. Сейчас учусь в университете, подрабатываю, живу с братом. Мама, так сказать, ушла на пенсию, съехала, как давно хотела, на дачу, ведет там хозяйство. Одна проблема – не могу строить отношения. Пару раз пыталась, но не выходила. И сейчас опять в той же ситуации. Встретила человека, который интересен в романтическом плане, но не могу открыться ему, довериться. Тоже было и раньше. Причем та же проблема имеется и с друзьями, знакомыми. Никому не могу полностью довериться и рассказать какие-то личные переживания. Всегда кажется, что человеку будет неинтересно, или в худшем случае он воспользуется этой информацией в будущем. Прям как будто, ФСБшница какая-то. Президент. Понимаю головой, да, что любые взаимоотношения строятся на доверии, и что все эти страхи ерунда, но все равно не могу. Я уже давно заметила это у себя и долго пыталась понять, откуда этот страх. Пришла к выводу, что от отца. Он страдал алкоголизмом и часто предавал мое доверие в детстве. Но осознание корней страха сильно не помогло решить проблему.
все так же не могу открыться людям. Что делать? Заранее благодарю за ответ. Я не знаю, зачем я вначале сказал, что теперь хочется все понимать. Тут как будто для меня особо проблемы-то и нету. Ну, типа, девчонке 20 лет, она там не может выстроить отношения. Потому что это нормально в 20 лет не мочь выстроить отношения, не? Не, ну понятно, что у нее доверия к мужчинам нет, потому что они либо уходят, либо умирают. Ой, ну, блин, уже все, уже мне неинтересно. Уже это начинается опять одно и то же. Либо уходят, либо умирают. Ну, в смысле, подожди, тут только отец. И прям вот так это все сильно влияет? Слушай, ну мне больше интересно, откуда вообще есть идея, что нужно открываться людям. А что, загадочным себя быть? Нет, ну просто хочется сказать, ну, может быть, вы попробуете узнать других людей. Расшифрую, не понимаю. Ну, потому что как будто это дорога с двусторонним движением. Так. То есть, если ты не хочешь открываться, то ты как будто не вступаешь в коммуникацию, особо не узнаешь и другого человека. Но если ты, в общем, все время думаешь, что он потом как-то использует информацию против тебя. Вот, поэтому, ну, то есть, как будто хочется ей сказать, не обязательно сразу никому открываться, можно пообщаться, можно узнать другого человека. Но она и про друзей говорит. Друзья — это вроде бы что-то все-таки уже на длительном периоде времени общения, понимаешь? Ну да, но все равно и с это друзьями тоже доверие как к будто она другим не людям. открыта. Ну да, и может быть она и про своих друзей тоже особо ничего не знает. Я, может, сейчас такую банальную мысль скажу, достаточно бытовую, может быть, высокомерную, но, может быть, и не надо в 20 лет так. Ну, я себя вспоминаю в 20 лет, я был невероятно закрытым человеком. Вообще никаких проблем с этим не возникало. Как я помню. Ну, я не знаю, что она там, скажем так, зарефлексировала. Но я такой, да нормально. Почему я должен всем рассказывать все? Слушай, ну она... Я даже, наоборот, такой загадочный, типа. Знаешь, мне в целом шляпы не хватало, чтобы уходить, и все. Я вот про что говорю. То есть я ни с кем не открывался. Ни с друзьями, там, ни с родителями. Тем более не с родителями. С родителями вообще у меня там... Да я, блин, мне кажется, и сейчас до сих пор не открываюсь. Так что... Да и никаких проблем. Как будто бы да. Ну, как будто бы да. Ну, как будто бы получается, что написать письмо – это возможность открыться, то есть сделать тот шаг. Так она как будто тут ничего особо-то не открыла. Вот в чем дело, понимаешь? Ну, ладно бы у нее что-то было, что она хотела бы рассказать. И так как никому не может, а тут есть анонимная возможность, вот я расскажу, что там люди скажут. А в итоге что она сказала? Что мне тяжело открываться людям? Да всем людям тяжело открываться людям, не? Нет, мне кажется, не всем. Я уверен вообще. Ну, кто тут у нас коммуникабельный сидит, который вообще прям быстро. У меня вот только кореш Леха, я имею в виду, но не факт, что это хорошо, знаешь. Он иногда, я вот сколько раз присутствовал при знакомстве его с новыми людьми, и он на них вываливает такую информацию, я же такой, ну ладно, ты, наверное, справишься потом с этим. Ну, понимаешь, то есть... Ну, у меня тоже иногда ощущение, когда я слушаю людей, мне хочется подойти и говорю, никому больше это не рассказывай. Я про это и говорю. Поэтому не все такие. Ну, то есть человек страдает из-за этого. Ей не удается выстраивать отношения с людьми. Вообще, на самом деле, так много писем детей-алкоголиков. Ну, вот, я не знаю, во всяком случае, в этом пуле, которые страдают и потом совершенно не могут либо общаться с людьми, либо, понимаешь, быть закрытым и не иметь возможности общаться с людьми, потому что ты их воспринимаешь как тех, которые используют информацию как-то против тебя, мне кажется, это какие-то разные вещи. Слушай, вот сейчас просто пытаюсь сформулировать мысль, которая, типа, вообще идет, знаешь, ну, в противоречие с идеей даже этого формата. Я к тому, что ей 20 лет. И вот она такая, у меня есть какие-то проблемы. И прямо она начинает, условно, строить из этого драму. Ну, у людей должны быть проблемы, нет? Вот ты говоришь, много там писем от детей-алкоголиков. Ну, так наверняка много и там детей-абьюзеров, и детей-тиранов, и детей с полноценной семьей, неполноценной, с отчимом, понимаешь, там, не знаю, кто-то кого-то убил и так далее, и так далее. Ну, в том плане, что... Я имею в виду, психология – это неплохо, психолог, я такой даже думал вначале топить, а сейчас я уже думаю, блин, это как будто, знаешь, как ящик Пандоры, то есть теперь на это будет сваливаться вообще все. Любая какая-то трудность в жизни, ты такой, мне надо к психологу, я не справляюсь, а ты всего лишь там, ну, не выучил, не знаю, математику, понимаешь? Ну, в этом ключе.
Нет такого? Ну, во-первых, мне кажется, что люди, которые прям не нуждаются, они не доходят до психолога. Ну, то есть у тебя прям должно болеть, чтобы ты пошел. Ну, или сходить попробовать, потому что ты чувствуешь себя прогрессивным. Слушай, ну и еще ты раз об этом говорю, вот слышишь. я не хочу ее там сейчас даже как-то словесно и морально булить, но это в 20 лет прям вот это прям такая боль. Я не могу открыться людям. Да все в 20 лет закрытые люди. Все. Чуть так улыбаешься, как будто я какую-то тайну храню. Ну, окей, Ну, да. ты в 20 лет была открыта этому миру? Ну, да. Да? Прям легко опускала людей, Ну, доверялась 20 лет, им. это что там, уже 3-й курс института? Ну, да. Я полно с кем общалась, и мне это было легко. То есть И я не была я закрыта, нет. Полно не с кем общалась, ходила. понятно. У нее тоже есть друзья. Тут не написала она. Ладно, бы она написала, у меня вообще нет друзей, я не выхожу из дома, играю только в Call of Duty. Ну, грубо говоря. Я бы это еще понял, типа. А тут у нее друзья есть, просто она им не все рассказывает. Ты все рассказывал своим друзьям? Ну, то, что меня волновало, да. Я просто нет. Я вот Я что понимаю, говорю. то есть ты такой, типа, и что? Для Я меня тоже не мог проблема, написать да, такое письмо, и вообще это не было проблема. проблем. Да. Ну, просто так как она все-таки рассказала о том, что она видит причины в том, что она выросла там в семье алкоголика, да, и, в общем, ей очень рано пришлось стать взрослой, да, то, ну, в таких ситуациях, что все, что можно посоветовать людям, которые оказываются в таких, что, ну, что-то было с родителями, что мне очень быстро пришлось стать взрослым. Это не искать тех родителей, которых уже никогда не будет, тех самых идеальных, которых хотелось бы, и становиться там условной мамой и папой самому себе. И начинать прям вот остановиться и начать думать, что вот я теперь о себе забочусь, как о маленьком ребенке. Я начинаю у себя узнавать, какие у меня потребности, какие у меня желания. И круто это начинать делать в 20 лет, а там не в 30, не в 40 и в 50. Узнавать, что я на самом деле люблю и как обо мне можно заботиться, чтобы мне было хорошо. Начинать это делать самой. И тогда, когда ты будешь знать что-то про себя, а я подозреваю, что она, к сожалению, ничего про себя не знает, кроме вот того, что она написала в этом письме, когда ты будешь знать про себя, какой ты, как ты устроен, что тебе нравится, что тебе не нравится, свой язык любви, то, как ты относишься к людям. Не обязательно всем распахиваться, да, но хотя бы что-то знать про себя, ты сможешь встретить другого человека, да, который сможет с которым ты сможешь совпасть. Так, все Потому опять... что пока ты про себя ничего не знаешь, ты совпасть с другим человеком не можешь. Отлично, но все опять сводится к паре. Нет, я не говорю, что она должна тут же сейчас прыгнуть в какие-то отношения. Узнать себя и начать заботиться о себе – это такой танго с самим собой. Вообще, в принципе, длиною в жизнь. Но чем раньше ты задаешься этими вопросами, я, например, этими вопросами, а что я на самом деле люблю, да, и я это делаю, потому что мне казалось, там, что это прикольно, или потому что от меня это ожидали родители, начала гораздо позже себе задавать. Да? Ну, потому что у меня не было такой идеи. Ну, как Их бы меня начал все сдавать лет устраивало. 5 назад. Вот, поэтому ты говоришь, ну что там 20 лет? А я считаю, чем раньше ты узнаешь себя, чем раньше ты узнаешь свои ограничения и понимаешь, что хватит действительно пенять, да, на свое там детство, отрочество, и можно просто начать быть этим самым родителем для самого себя, то тем больше у тебя дорог в жизни. А тебе не кажется, что если все 20-летние сейчас сильно начнут себя узнавать, Так. понимать, что они хотят, что они любят и так далее, То мир станет счастливее. нет, мы получим 6 миллиардов фотографов, понимаешь? И еще миллиард художников, которые будут рисовать какие-то картины. Я вот про что Да говорю. ты же не талантливая. Не, возможно, если бы я начал бы узнавать себя в 20 лет, знаешь, вот как сейчас мир этот выглядит, я бы тоже такой, для меня все это сводится к тому, что я не хочу ничего решать, хочу на ручки, понимаешь, в каком-то таком ключе. Как будто бы так. Узнавай себя, что тебе хочется. Что тебе хочется? Получать кайф от этой жизни. Получать кайф от этой жизни вообще никак не связано с таким словом, как работа. Это не совсем так. Если ты совсем находишь так. то, что тебя наполняет, то это классно. Мне казалось, что меня в какой-то момент очень сильно наполняло творчество, когда я им занялся. Стендап и все остальное. Да. Скажи мне сейчас, готов ли ты мне заниматься? Я хочешь, прямо сейчас встану и пойду куда-нибудь искать себя, не? Тем более лето вообще прекрасно.
тебя больная спина, далеко ты уже не уйдешь. Слушай, но... Я пытаюсь сказать, что, возможно, все подобные трудности, с которыми человек сталкивается на протяжении своей жизни, может быть, не надо так рано находить на них ответы. Может, они тебя выводят туда, где ты должен быть. Слушай, ты находишь ответы ровно тогда, когда ты задаешь вопросы. Если ты задаешь вопрос в 40, ты находишь ответ в 40. Если ты задаешь вопрос в 20, ты находишь ответ в 20. И мне кажется, что когда ты говоришь, что сейчас на Земле станет 6 миллиардов фотографов, это ты такой, знаешь, вот как раз из родительской позиции. В смысле ты узнаешь себя? Да. Иди в военное училище, мы того, так решили. Да. Какой актер, что это такое? Типа того. Да, то есть это, есть всегда две стороны. Кого-то, кто хочет научить уму-разуму и сказать, что вообще жизнь это не про радость, да? И что такое понятие счастья. Типа того. Но в какой-то другой момент ты за свободу, за реализацию. Классно, когда человек в 14 уже чего-то сам хочет. Ладно, возможно, я не прав, но для меня, я говорю, вообще письмо не вызвало для меня какой-то, эмпатии, что я такой... В чем проблема? Да. 20 лет не могу открыться друзьям. Нормальная тема вообще, нормальная. Возможно, ты просто не доверяешь. Возможно, у тебя еще не сформировался тот круг друзей. Возможно, они только формируются. Я имею в виду, все же хотят встретить того самого, единственного, да, человека, с которым... Но с друзьями же та же история. Друга же тоже надо встретить. Можно с людьми общаться по 5, 6, по 10 лет, но вообще не считать их друзьями. Понимаешь, я про что говорю? Слушай, а ты думаешь, у нового поколения, например, кому 20, у них есть идея, что ты должен встретить одного и на всю жизнь? Я не знаю. Мне все-таки кажется, что эти ориентиры сильно смещаются сейчас. Да мне пофигу. Серьезно, вообще плевать, по большому счету. Пусть все хотят, то и делают. Поэтому я пытаюсь вывести во что-то общее, чтобы не только в этом письме быть, а выходить во что-то общее. В этих молодых людей, которые сейчас, помимо того, что они все свободные и творческие, что, наверное, неплохо, безусловно, нельзя против этого протестовать, но то, что они стали... Помимо этого, творческими и свободными, стали еще и такими депрессивными. Понимаешь? Как будто бы это, наоборот, должно было быть такое счастливое поколение, потому что у вас так много всех возможностей. А вы зачем-то начали грустить при этом солнце. Я про что говорю. То есть, мое поколение, 20 лет было тогда, когда кругом очко было вообще, понимаешь? А я вообще так приятно об этом вспоминаю. Такой 20 лет, да было круто. А у них так много всяких возможностей, они такие, я не могу никому открыться. Может, из соцсетей ебаных удалиться вообще нахрен, а? И пооткрываться людям, вы там всем пооткрывались. Вы пооткрывались не теми, кем вы есть, нет? Это тоже большая тема. Я просто думаю... В соцсетях, конечно, ты не откроешься. Ты что-то выкладываешь, тебе там тут же хейтеры пишут, шлюха, пизда, хуесос. Понимаешь? И потом, не могу никому открыться. Я про что говорю. Я думаю, что еще сложно доверять миру, когда на тебя в 20 лет свалилась столько ответственности. Потому что мама ушла на пенсию, она живет с братом, то есть как будто ей пришлось занять место этого отца. И тогда тебе вообще не до себя, не до узнавания себя, не до того, чтобы открываться другим людям. То есть она, наоборот, не представляется мне инфантильной 20-летней девушкой, которая просто загрустила, что у нее там, в общем-то, какая-то... нерадужное детство было. А она представляется мне, если она 18 стала самостоятельной и живет с младшим братом, да, а мама ушла на пенсию, то это выглядит так, что она стала в 20 лет девчонкой главой семьи. Здравствуйте, уважаемый Руслан и Ольга. Для начала скажу огромное спасибо за чужие письма, ведь иногда и вправду не у кого спросить совета. Меня зовут Максим, мне 23. У меня есть девушка, с которой я встречаюсь уже больше 1,5 лет. Назовем ее Алиса. Первые серьезные отношения. Но совсем недавно в моей жизни появилась девушка, начавшая оказывать мне знаки внимания. С ней у меня ничего нет. После нескольких встреч с ней я начал замечать разницу в отношении ко мне. Эта девушка, назовем ее Катя. Ребус пошел, имен будет 1000. Слушает меня, когда эта девушка, назовем ее Катя, слушает меня, когда я что-то рассказываю, старается поддержать, не обижается на мелочи, не издевается над моим мозгом и так далее. Естественно, все свои заебы у нее тоже есть, но они не так сильно заметны из-за того, что как она ведет себя со мной.
Алиса же, это которая нынешняя девушка, наоборот, обижается на мелочи, скандалит по поводу и без, не разговаривает со мной о проблемах в отношениях, пытается запретить многое, включая дружбу с определенными людьми и тому подобное. В последние несколько недель я думаю о том, чтобы расстаться с Алисой. Нет, не потому, что в жизни появилась Катя, а потому, что я увидел, как со мной могут себя вести. Также я увидел, что я могу вести спокойную жизнь без вечных криков, ссор, руганий по пустякам. Вопрос заключается в следующем. Стоит ли мне вообще дергаться, потому что я увидел разницу в отношении ко мне? Возможно, я просто устал от отношений, нужна передышка. Вместе с Алисой мы не живем. Меня держат сейчас не только определенные чувства, но и некая привычка. Ведь каждый день мне писали «доброе утро», звонили на работу, после работы мы встречались. Правда, не могу сказать, что эти отношения были в режиме онлайн, так как встречи были не ежедневные и всего лишь на пару часов. У меня не нормированный график. Плюс ко всему, я не могу психологически отпустить человека и понять головой, что она может жить без меня. Я всегда переживаю, мол, а как она там? А разве без меня можно? И тому подобное. Нифига ты хрен какой. Заранее спасибо за ответ и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Слушай, ну, без тебя точно выживут. Это точно. Я имею в виду, ты же не ИВЛ, блядь, в эпоху коронавируса, не? Да, я тоже считаю, что... Забавно, что, эго все равно победило, потому что чувак такой, да блин, и вот вроде все так плохо, и мы ссоримся, она меня не понимает, многое запрещает. А потом я вообще думаю, блин, а как она без меня сможет? Но я с тобой полностью согласна, что один человек всегда выживет без другого. Да, это вообще, это главное, да, такая... Но если начать про первую часть письма, то, знаешь, интересно, когда сравнивают отношения людей, которые только познакомились, и людей, которые находятся какое-то время в отношениях. Ну, конечно. Отношения динамические, поэтому чем ближе люди становятся, тем больше соблазн выносить мозг другому, и, соответственно, или беречь другого, там уже у кого как получается. Поэтому сравнивать отношения человека, с которым только познакомился, это Алиса, мне кажется, вообще в принципе некорректно. И мне кажется, люди довольно часто забывают о том, что ты находишься на разных стадиях общения с человеком, сравнивая. Ну да, но тут же, видишь, наверное, история в том, что как только ты познакомился с человеком каким-то, ты же еще начинаешь сразу фантазировать себе что-то на почве, вот этих, как сказать, хорошего настроения. Да. Ты начинаешь фантазировать сразу что-то хорошее. А с той девушкой, которая у нее сейчас, которая пилит мозги, ты начинаешь фантазировать, уже что-то плохое. И это, понимаешь, друг от друга еще больше этот радиус вот этих вот полюсов. Я вот про что говорю. Слушай, мне это письмо представляется как то, что с Алисой они выносят мозги оба друг другу, что, в принципе, пара для меня выглядит вполне, как я называю это, психосоматической, то есть которая подошла друг к другу. И вот это вот, что не то, чтобы мне нравится, другая, но просто я увидела, как ко мне можно относиться, для меня больше выглядит как заигрывание. И то, что он в конце говорит о том, что как же она будет жить без меня, у тебя и у меня это вызывает смех, но я думаю еще потому, что это опять мы возвращаемся к проекции. Вот он, наверное, не представляет, как он будет жить без нее, несмотря на то, как он, знаешь, хорохорится относительно... то есть это проекция. Когда ты думаешь, что другой человек не сможет жить без тебя, значит, скорее всего, это твой страх, да, не его. Понятно. Но неважно, ты даже и в своем страхе обманываешься. В смысле, что значит, не выживешь, что ли, что? Значит, вот как-то они так совпали, что вот она ему зачем-то нужна. Люди на необитаемом острове одни выживают вообще нормально, никаких проблем. А тут что-то такое. Слушай, интересно соотносить, насколько выживешь, не выживешь на обитаемом острове, и насколько страшно столкнуться с отвержением или с болью с какой-то, как будто это еще хуже, чем физическая смерть. Да ё-моё! Понимаешь, опять начинается. 23 года типу. Вы вообще охренели, что ли? Вы в этой жизни вообще страдать не хотите? Понимаешь? У тебя просто какие-то отношения 1,5 года. Ты там с девочкой встречаешься. К 35 у тебя, может, будет их таких 20 отношений, 10, 5, 7. Это и будешь... Ты будешь сидеть и говорить, у меня в моей жизни было множество разных отношений. А тут какие-то, может, первые такой же, я не знаю вообще, выживет ли она без меня, или я вообще без нее выживу. Тут вообще вот так, оказывается, ко мне могут относиться. Так, я понял, я сегодняшний выпуск буду хейтить. Придумай мне роль в этом выпуске.
Потому что я не готова быть психоаналитик. адвокатом 20-летних. Ну, блин, не знаю, еще видишь, детей. так подобралось, блин. Там были выпуски, где женщина вообще не от своего мужчины родила, теперь не знает, говорить ему об этом или нет. А тут, блин, ну не знаю. Так ко мне по-другому относятся, чем это. Ну, понимаешь, я имею в виду, что на чаше весов вообще разные Но нет по такого, тяжести что истории. всегда можно найти кого-то, кто к тебе будет относиться лучше, чем твой партнер, особенно если он за тобой ухаживает. Конечно. Ну, то есть, ты все время такой, ну вот понятно, ты типа такой недовольный пришел, еще что-то там не разговариваешь, а вот там вот мне типа обрывают телефон и вообще цветы шлют, а ты тут еще типа недовольный сидишь. Нет, я имею в виду, что можно расстаться с этой Алисой, начать встречаться с этой Катей, и потом появится условная Нина, которая будет лучше, чем эта Катя. Вот и все. Конечно, конечно. Я знаю, слушай, у меня подружака есть, которая говорит, я обожаю начало флирта. Ну, говорит, мне как будто дальше до отношений плевать, но вот эти первые, когда вы бесконечно переписываетесь, понимаешь? То есть еще не то, что как будто вы даже еще на свидание не сходили, а просто обменялись телефонами. И начинается эта переписка, она говорит, я это обожаю, это лучшее вообще времяпрепровождение. Ну, по сути, так и есть, потому что вы же, вообще другие люди, да? Вы как, знаешь, как фреш из себя, ты такой себя выжил, лучшее. И такой, да, иди, покажись, какой ты. Я придумал соцопрос для Левада-центр. Так. Им же сейчас нельзя, проводить соцопросы, все, что связано с Путиным. Вот. Поэтому я придумал другой соцопрос. Будет круто им заявиться в какие-нибудь 3 локации. Грубо говоря, парк, кинотеатр и ресторан. И у всех пар, которых там встретят, поспрашивать, сколько вы вместе. Просто мне кажется, что в парке гуляют те, которые только-только начинают встречаться. Так. В кинотеатре, которые уже более или менее встречаются, а в ресторанах, которые уже, давно встречаются, либо живут вместе, знаешь? Это уровень инвестиций в девушку? Нет, это уровень, на мой взгляд, уровень как будто романтизма, что ли. Когда ты только встретился, ты такой, ой, разное восприятие. Пойдем во что-нибудь прикольное, знаешь, вот такое, типа на Патриаршую сходим, да, куда-нибудь там в парк, еще куда-то. Потом, когда у вас уже такое более-менее, отношение, когда вам уже нужно проводить время вместе, просто нужно. Не просто хочется, а нужно. Поэтому вы идете в кино, потому что вроде вы провели время вместе, но в то же время 2 часа молчали, понимаешь? В каком-то таком ключе. А в ресторанах, мне кажется, уже такие, просто надо что-то делать. Пойдем пожрем хотя бы. Уже будем совмещать времяпрепровождения с едой. Полезно. Есть все равно надо, да. Хотя бы как будто вот так я подумал. Это смешно, да. Да. Я сейчас изучала сайты знакомств, и какие они вводят новые фишки, или собираются ввести. И у меня создалось впечатление, что все, что придумывают, оно больше настроено даже не на то, чтобы найти партнера, хотя это, конечно, в первую очередь, а на то, чтобы понять себя. Понимаешь, я так часто говорю в письмах, что начните знакомиться с самими собой, станьте себе этими родителями, задавайте вопросы. И там, знаешь, ближайшие предполагаемые фишки, что через камеру считывается реакция твоего глаза на фотографии, которые ты смотришь на сайте знакомств. То есть ты можешь по этим данным понять, кто тебе понравился. Тип, да, выбрать? Да. То есть выбрать типаж или прям смотреть конкретных там молодых людей или девушек, и какая у тебя реакция. Там подключают датчики, как бьется сердце, и там потом настолько дальше и дальше придумывают. И в итоге, когда я это изучала, я вспомнила про эту серию из «Черного зеркала». Что, а потом тебе еще посчитают, что если ты выберешь ее, на нее ты так отреагировал. И как будто ты сам, знаешь, не можешь выбрать, кто тебе, вроде это, ничего, вроде, а компьютер тебе конкретно покажет, как там твой организм реагирует. Да, новые технологии, это, конечно, что-то удивительное. Прикинь, ты пошел там, залез на какой-нибудь сайт знакомств, сидел там неделю, да. Через неделю тебе позвонили в дверь, пришли ФСБшники, говорят, мы вас вербуем, блядь. Вы как-то там, понимаешь, по вашей реакции там по всему подошли к нам там.
Люди вас не интересуют. Ну, типа того, да. Мы там выяснили, что вы там, не знаю, невероятный патриот, умеете хранить тайну и там открыты к новым каким-то интересным совершениям. Деньги вас не интересуют, и т.д. и т.п. Ну, грубо говоря. Можно же такое? Понятие счастья вам неизвестно. Ну да, ну коли уж они, как ты говоришь, умеют считывать эмоции уже с глаза, с пульса, с температуры тела или просто своего поведения, ну, в целом, что тебе мешает? Я не знаю, я когда буду дедом, я вот точно явно буду, верить во все эти теории заговора, поняли? Я отовсюду удалюсь. Нет, у меня пожалуйста. будет проводной телефон такой. Ну, потому что это будет лет через 30, представляешь, насколько продвинутся технологии и все остальное. Вот это я тот человек, который будет ходить и куда-то в небо орать. Что тебе нужно? Вот на таком как... У меня к таким людям всегда вопрос, почему ты думаешь, что именно за тобой будут следить? Вот из 7 Так, миллиардов. неважно, это моя старость. Ольга, я себя изучаю, я узнал себя. Это моя старость, я хочу ёбнуться вот так вот. Ольга и Руслан, здравствуйте. Сейчас стали очень часто говорить о созависимых отношениях во всех возможных вариациях. Информации на эту тему в общем доступе огромное количество. А вот о противозависимых отношениях практически не говорят. Наверное, потому что это не так захватывающе и связано с меньшим количеством информационных поводов и скандалов. В своем письме я хочу затронуть именно эту тему. Итак, я противозависимый персонаж. Ты же объяснишь потом, да, что это значит? Да. Не буду писать о причинах, они разбросаны в большом количестве по моему жизненному пути. Как итог, страх близких отношений и практически полный отказ от них. У меня достаточно серьезные проблемы с доверием. Ну и расставаться с ощущением свободы совершенно не хочется. Более того, меня это пугает. И хотя я достаточно позитивный, общительный человек, и, как сказала Ольга, спасатель по гороскопу, все это внешнее. Нет, я не играю, не заставляю себя быть приветливой с людьми, но это все равно работает до определенного предела. В близком кругу у меня 2 человека, да и с ними мне комфортнее общаться по телефону. Всех, кто пытается подобраться ближе, я блокирую, тактично отодвигая обратно за барьер. Это какая-то, выжимка из 2 предыдущих писем, да? Такое мое отношение к людям, как вы понимаете, не могло не коснуться моей личной жизни. Попить кофе и поболтать о пустяках – запросто. Поболтать под душам – тоже можно, но только о тебе. Обо мне минимум общедоступной информации, зато я могу отлично выслушать, при необходимости дать совет, поддержать в трудную минуту. Чаще всего мои отношения сводятся к регулярным интимным встречам. И ночевать потом желательно по домам. Сейчас меня это не мучает и не напрягает. Мне комфортно именно так. На давление со стороны общества я давным-давно не обращаю внимания. Но было время, когда я не понимала, почему не могу построить отношения, как у всех. И ведь я, хитрожопая, нашла решение данного вопроса. Отношения на расстоянии. Так намного проще. Вы далеко, и каждый живет своей жизнью. Вечерами телефон, романтический треп, ни о чем. И я снова в своем полном распоряжении. Идеально. Таких отношений в моей жизни было несколько. Был также в моей жизни эпизод, когда я безответно любила человека. 4 года. И не искала других отношений потому, как, мне никто другой не нужен. Это снимало все вопросы окружающих. Долгое время я самостоятельно пыталась навести хоть какой-то порядок в своей голове, расставить по полочкам, разложить все по ящикам, свои комплексы, обиды, надежды, страхи, убеждения. Чужие ожидания и мнения, свое чувство вины за то, что их не оправдал. И хотя в данный момент мне кажется, что я нашла свой дзен, мне комфортно, но я также понимаю, что все это не от здорового, и если я научилась закрывать глаза на свои проблемы и сосуществовать с ними, меньше их от этого не стало. Возможно, своим бездействием я сама отнимаю у себя что-то важное и нужное. Когда-нибудь я все-таки решусь на терапию, но это не точно. Спасибо, что выслушали меня. Так, что значит противозависимый человек? Я такого термина не знаю. Я думаю, что она придумала его сама. Ага. Может быть, вычитала в каком-нибудь... Типа созависимые отношения, ну, это да, противозависимые. она противозависимая, да. Ну, то есть, наверное, она говорит о социофобии. Угу. Вот, но правда в том, что между нами всеми есть отношения, и не находиться в отношениях, не находиться в отношениях вообще нельзя. То есть противозависимые, то есть вот зависимые отношения бывают. Созависимые отношения, то есть любые отношения на самом деле зависимы. Да? Есть термин созависимые отношения, это когда твой партнер зависит от алкоголя, а ты зависишь от него. Это созависимые отношения. Там вот этот вот самый треугольник, когда ты его то спасаешь, то потом его нагоняешь.
Вот. А что, ну, то есть, что ей хочется сказать, что, ну, то есть вы все классно придумали, да, если вопроса нет, то тогда пишите, когда будут вопросы. Но я думаю, что если она пишет это письмо, да, то она чувствует, что у нее есть какой-то дефицит. То есть она вроде сделала все для того, чтобы ей было удобно, да, не общаться, всех отодвинула, там, придумала отношения на расстоянии, но чувствует этот дефицит, собственно, вот о нем она нам и пишет. И, возможно, она завидует тем, кто получает удовольствие от отношений. Ну, невозможно, скорее всего. Ну, то есть зачастую, ну, это такая... Я ни в коем случае не отношу это к этой девушке, но вот мы с тобой обсуждали, что есть такая у социопатов черта, что они очень удивляются, что обычные люди наслаждаются, наполняются, да, кайфуют от каких-то вещей им недоступных. Ну, то есть, что они радуются там просто тому, что там два человека вместе, или там, я не знаю, своим детям, или там, я не знаю, каким-то семейным праздникам. Для них это настолько чуждо и непонятно, что они так, знаешь, с удивлением смотрят, типа, серьезно, это может доставлять удовольствие. Вот. И как будто она смотрит на людей, которые строят отношения, она же всех отодвигает и говорит, как я классно придумала. Такая говорит, вау, а типа вот так вот можно, и от этого можно получать удовольствие и не стараться. Ну, появляется легкая высокомерность, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Но она даже, ну да, наверное, там примешана и высокомерность, да, но отчасти и чем более ты социопатичен, да, тем больше у тебя это вызывает просто любопытство. Знаешь, вот как ты наблюдаешь, там, не знаю, за животным миром, смотришь канал Geography, Ну, все такой, верно. о, как у вас это устроено. Не то, чтобы я очень завидую, как у вас там, понимаешь, Потому что да? тебе, наверное, в какой-то момент начинает казаться, что ты теперь высшая ступень развития, понимаешь? То есть тебе люди не нужны, чтобы здесь находиться. Поэтому ты начинаешь, все правильно говоришь, как в контактном зоопарке наблюдать за людьми, такие, ой, что прям вообще друг без друга не можете? Господи. Ну, понимаешь, как ты уже... Прям не выживет Да, себя. да, как ты уже как гомо сапиенс, а они не андертальцы, да. Как, ну, удивительно для меня открытие было, что, оказывается, существовали в одно время. И там гомо сапиенс просто там уничтожил неандертальцев, да. Здесь как будто то же самое, понимаешь? Все вот эти социопаты, социофобы, все уже на другой как будто ступени. И такие смотрят вниз, такие, эй, вы серьезно? Ну, типа, все, уже есть интернет, смарт-ТВ, понимаешь, там, соцсети и так далее. Вам не нужны люди. Вы что, ходить в парк, потом наверняка пойдете в кино, потом в ресторан. Я все это проходил. Да, я думаю, примерно как. Ну, и это, конечно, если она, ну, так скажем, по чесноку движется в эту сторону, то, в общем, ну, это печальная картина. Просто я думаю, что от этого и появляется боль потом, знаешь. Ты начинаешь думать, что одному хорошо, начинаешь с высокомерием относиться к тем, кто играет в волейбол, для этого нужно 6 человек. Ты такой, господи, блядь, как вы так можете находиться вместе? И тебе кажется, что это как будто правильный путь развития, но, к сожалению, так устроено, что с тобой туда никто не идет. Ну, все остальные продолжают все быть вместе. И в целом как будто наступает разочарование от того, что ну, ты пошел не той дорогой. То есть все остались там. Понятно, о чем я говорю? Да, да. И ты такой, блин, ну ладно, я теперь Это тоже что, хочу типа, к вам. А как будто бы вокруг все дураки, может быть, дурак это ты. Да, ну, да, типа того, да. типа того, да. И ты тут такой, ну ладно, я тоже хочу, как вы. А все таки, эй, да ты социопат, мы уже поняли. С ней лучше не общайтесь, она на другом уровне развития. Ну, понимаешь? Народ, как сказать, люди тоже не так сразу готовы принять тебя обратно. Я вот просто говорю. Это только в комедиях, когда ты там выходишь из леса, блядь, обглоданный какой-то своим одиночеством. И все такие, иди сюда, будем жарить барбекю. Ну, кстати, прикольная, да, аналогия. Обглоданный своим одиночеством. Ну, так и есть. Ну, у меня был такой период просто. Я тоже думал, что... это когда вот работа была жесткая, когда я только в Москву приехал, и тут надо было много работать. Я такой думал, я, ну, типа, не провожу время по-другому, а потом думал такой, так а мне никто не нужен, нахрен. Ну, типа, у меня есть цель, от нее иду, блядь, все круто и так далее. И потом, да, был такой, ну, как, знаешь, ты как в воронку упал, с которой не можешь выбраться все время, и поэтому я подумал, что надо вообще меньше работать и больше отдыхать. Потому что, ну, когда ты отдыхаешь, ты так или иначе с людьми связываешься, да. понимаешь? Поэтому еще в прикольных каких-то местах. То есть, почему мне серф очень нравится, потому что там всегда новые люди. Ну да, что там тоже нет прикольно. какой-то иерархии такой очевидной. Да. И ты там можешь быть, ну, тем, кем являешься. То есть, это там, не знаю, не... Знаешь, ходить на экскурсии. Да. Не столицы мира, где тебе надо там, например, ну, не знаю,
Знаешь, чем мне не понравилось в Монако? Потому что там нечего делать. Там есть только клубы, в которые надо одевать лучшую одежду, идти и делать вид, что ты невероятно успешный тип. А на серфе этого делать не надо. Да. Ты просто в шортах что-то там. Зачастую даже, и в них же и купаешься, что-то, и ходишь, и спишь, понимаешь? Ты такой, как коммуна, получается, какая-то такая хиппи, просто без длинных волос. Это прикольно. Тебе не надо никого из себя строить, другие никто из себя ничего не строит, и вы такие просто общаетесь. И не надо сильно сдруживаться, потому что все уезжают. Понимаешь? Там 1-2 человека, может быть, потом со временем и станут твоими приятелями. Вот там. Ну, кстати, это как будто может звучать как совет тем людям, которые ищут как раз контакты, да, и это действительно какой-то очень безопасный способ. Ты же можешь там, в принципе, и сепарироваться при необходимости, не обязательно делать все со всеми вместе, но при этом там очень низкий порог входа, то есть все идут на вечеринку, всех и там приглашают. очень френдли, что самое главное. Очень френдли, потому что я вот был в одном кемпе, и я приехал надолго, поэтому я застал несколько заездов. Там, как правило, люди приезжают на неделю и уезжают. И было очень прикольно, что я такой сижу, заезжает новый кемп, новые люди. И я так всех, условно, визуально только осматриваю, такой думаю, блядь, какие-то уроды. Знаешь. А потом через 2 дня ты такой охреневаешь, насколько первое твое впечатление от человека было настолько обманчивым, что насколько это там прикольные оказались типы какие-то, знаешь. Вот я сейчас не вспомню, как их зовут, я не знаю, смотрят, они смотрят, поймут. То есть они приехали, я вообще думал, какие-то такие быдлаганы. То есть они внешне выглядели вот так. Чуть ли не челки вот такие, знаешь. А потом что-то мы так начали общаться, и там такой прикольный юмор у типов оказался, знаешь. Там кто-то из них потерял телефон, и мы жестко его стебали 2 дня вообще. Жестко. Потому что тоже сначала все таки стебать, не стебать, но его лучший друг его так застебал, что все таки ладно, мы как будто если начнем, мы понежнее все равно это будем делать, чем он это делает. Поэтому да. Слушай, как будто это второй, знаешь, такой лайфхак, что может быть, перед тем, как делать выводы по отношению к людям, их можно поближе узнать. Конечно. Потому что это тоже очень часто встречается в наших письмах. Вот, кстати, про то письмо, где девушка, про то, что открываться, не открываться, помнишь, я говорила, что, может попробовать узнать других людей, потому что, мне кажется, это правда очень связано. То есть, как ты реагируешь на других людей, непонятно, какие-то маргиналы, да, я даже не буду в ту сторону смотреть. Конечно, и точно так же и ты. А что я буду открываться? Примерно ко мне так же относятся. Но если ты попробуешь узнать других людей, да, и вообще, и на самом деле очень круто же еще, я понимаю, о чем ты говоришь, в таких местах знакомиться с людьми, с которыми ты, возможно, бы в своей жизни только ты ее выстроил, но насколько становится шире твой мир, кругозор, когда ты видишь другие миры, которые тоже очень крутые, потому что мы же там общаемся, да, как между нам кажется, что наш мир какой-то классный, был бы какой-то другой, мы бы и с ними бы дружили, да, но мы даже не знаем о существовании того, Еще знаешь, что я подумал? Что твоя экосистема, в которой ты находишься большую часть времени, она тоже на тебе очень сильно сказывается, как мне кажется, в негативном ключе. У вас выстраивается какой-то свой юмор, свое понимание, свои, И роли. И свои роли, да, и так далее. То есть на том же серфе я встретил девчонок, спортсменок, синхронисток. И у меня к спортсменам очень негативное отношение, потому что я... объяснимо для себя. Не то, что негативное, неправильно как-то я сказал, что прям негативное. Есть у меня клише, что они достаточно ограниченные люди в силу своей профессии. Если профессиональный спортсмен, это профессия. Вроде как без высшего образования базового. Да, и я видел профессиональных спортсменов в среде профессиональных спортсменов, и видел, например, профессиональных спортсменов в среде очень разношерстных людей, и они даже по-разному себя ведут, понимаешь? То есть в среде профессиональных спортсменов они... такие... Все-таки ты продолжаешь, да? А тут среди, разных других людей они как будто, чуть собираются, знаешь, так держатся в рамках. Так. Улыбаются так более-менее нормально. И так... Слушай, у меня, может быть, тоже был такой стереотип, до того момента, как я начала знакомиться с профессиональными спортсменами. То есть, буквально я там познакомилась с первыми 2 людьми, и я поняла, что, конечно же, нет. Блин, может, ты все-таки с лучшими познакомилась? Возможно. Может быть, все-таки с лучшими. Знаешь, я смотрел выпуск «Красавы», где он у Кокорина брал интервью, когда тот в Сочи перешел. Я просто, чтобы вы понимали, это... В любой среде есть свои приколы, да? В любой среде есть свои приколы. Но там Кокорин рассказывал, как прикол
один из футболистов другому футболисту насрал в бутсы. Мне вообще кажется, что Кокорин и Мамаев уже, знаешь, не самые Не-не-не, лучшие это не примеры. Кокорин и Мамаев были. Он просто рассказывал, что вот он играл в команде в «Динамо», и вот там одному из футболистов другой футболист, цитирую, насрал в бутсы. А в балете девушки друг другу подкладывают стекла в пуанты. Лучше бы... Это все-таки адекватнее, чем насрать в бутсы. Серьезно? Насрать в бутсы. Это просто прикол, Руслан, понимаешь? Ты понимаешь? А стекла — это покалечить человека. Смотри, ты в какой-то момент с утра встаешь, надеваешь и смотришь, там стекла. Ты такая, кто-то мне завидует. А когда ты встаешь с утра, смотришь свою обувь, и там насрано. Ты что думаешь, Оль? Ты что думаешь? Первое, что я подумаю, я смотри, как насколько хорошо о людях думаю. Первое, что я подумаю, а когда я это сделал? Понимаешь? И почему я это сделал? Мне бы в жизни пришла мысль в голову, что это сделал другой человек, Оль. Я вот про что говорю. Нельзя от единичного примера. Я думаю, это не судить о единичный людях. пример, потому что, смотри, один человек один спортсмен другому спортсмену насрал в бутсы, а третий об этом на всю страну, блядь, рассказал. Понимаешь? То есть уже трое? Ты понимаешь, я имею в виду, что... Зачем это рассказывать? Синхронистки-то оказались интересными. Очень. Вот и У них нет бутс. Я каждый раз к тому, что когда, вот эти вот профессиональные спортсмены начинают за что-то топить, либо идут в депутаты, понимаешь? А потом какой-то футболист придет в депутаты, и тобой принимать будет законы человек, который мог устроить такой флешмоб, понимаешь? Итак, о чем был этот выпуск? Мое мнение о том, что молодые охренели. Так. И не надо каждую проблему воспринимать как что-то серьезное, ужасное и думать, моя жизнь кончена, мне нужен психоаналитик и так далее. Жизнь складывается из проблем, и вы идете туда, куда идете, в зависимости от того, с какими проблемами вы сталкиваетесь и как вы эти проблемы разрешаете. Правильно? Слушай, у меня как раз действительно сейчас ощущение, что ты идешь как будто в противоречие одному из посылов нашей передачи. Потому что мне кажется, что как раз это та самая целевая аудитория, до которой хочется донести, что проблемы нужно обсуждать. И не мне решать глубину этой проблемы. Если человек чувствует боль, если он чувствует дефицит, если он чувствует себя отстраненным от общества и очень одиноким в 20 лет, то я хочу это письмо прочитать. Потому что я не считаю, что у тебя в письме должна быть обязательно история изнасилования или попытка суицида для того, чтобы оно стало супер важным. Я считаю, что в каком бы ты ни был возрасте, если тебе плохо, если тебе грустно, пусть это даже, я не знаю, просто у тебя испортилось настроение. Ты можешь об этом говорить, и ты можешь это анализировать. Я с тобой согласен. Просто я что имею в виду, что мы с тобой, имеется в виду тепло и добро к этому отнесемся. Но окружение этого человека не смотрит эти чужие письма, не пишет сюда письма, понимаешь? И оно будет таким же, какое оно есть на данный момент и дальше. Имеется в виду, ты все правильные слова говоришь, безусловно. Конечно, вы имеете право на свою боль, на переживания, на желание получить обратное сочувствие и так далее. Но из-за того, что два человека вам скажут, что они вас понимают, вам станет чуть-чуть легче, но мир от этого не изменится. Я вот про что говорю. Вам все равно дальше придется... Мне все равно кажется, что если услышать пораньше, что вообще можно не выживать всю жизнь, а постараться познакомиться с самим собой. Я бы тогда так сказал, что ты все верно говоришь, себя узнавать нужно, и нужно быть открытым, но не со всеми, наверное, все-таки. Я вот и что имею в виду. Нет, найдите я же не сказала, того человека, так тех я, наоборот, людей... Руслан сказала, откуда идея, что людям нужно открываться. Я с этого начала. Я сказала, что попробуйте начать людей узнавать. И, может быть, найдется кто-то, кому вы захотите открыться
чуть-чуть или там чуть больше. Может быть, не найдется. Но я говорю, что я увидела в этом проблематику того, что человек и другими особо не интересуется. Я увидела изоляцию 20-летней девушки, на которую... Ну, ты имеешь в виду, что да, получив первый отпор от жизни, не надо как-то как черепаха прятаться в панцирь. Да, то есть все равно надо искать. Потом, если говорить, вот с чего мы начали, что всегда можно делать референс, у меня было непростое, типа, детство, да, то, безусловно, психоанализ, он как раз про то, чтобы разобраться там, что было не так, а потом перестать винить кого-либо. То есть ты сначала говоришь, да, вот это у меня тяжело из-за этого, потому что отец алкоголик, мать самоустранилась, мне 20 лет, на мне брат, да, я все это понял, я на них всех позлился, я это проговорил, а теперь я обращаюсь к себе и больше к этому не возвращаюсь каждый раз. Да? Это не говорит, что это вот все сотрется. Да? Ну, как раз идея не до гробовой доски думать о том, что как же вот мне не повезло, что вот мне тогда не разрешили это, то, или у меня там были родители, это не было. Как раз вопрос в том, что я ты придумал, как мы взрослым. закончим этот выпуск. Где-то вот еще минуту назад мы начнем делать звук тише и выводить музыку.